Ребятушки, всем привет! На дворе 24 год, уже апрель месяц. Давно мы с вами не общались, но на то были причины. Была зима, соответственно, интенсивность строительных работ немного поугасла. Но я занимался параллельно теми вещами, которые не успел еще в прошлом строительном сезоне. В частности, сделал два вот этих окошечка по проектным значениям. Видите, оно было немножечко пошире, как нижнее, так и как верхняя, так и нижняя, да. И еще в прошлом году мне привезли керамзитные блоки 300 миллиметров, 3 мегапаскаля. Заказал пока что одну фуру, должно хватить на 2/3 дома. Больше не заказывал, поскольку разместить на территории пока нет возможности. Плюс два палета идет ширина 200 миллиметров для внутренних перегородок. Ну и, конечно же, самое основное, что происходило последние 1,5 месяца, это полностью собранная опалубка. Я начал ее собирать еще в конце февраля. Все сделал самостоятельно, без какой-либо помощи. Благо уже опыт есть. Если помните, в прошлом году, навожу, мы заливали вместе с вами подошву фундамента, да, а это уже пойдет цоколь. Высота цоколя идет 60 сантиметров, ширина чисто идет под блок 300 миллиметров. В этом видео я покажу весь ход работы, посмотрим, с какими нюансами я столкнулся, а вы сами для себя решите, стоит ли браться за такие проекты в одиночку. Так что давайте отмотаем 1,5 месяца назад и посмотрим ход работы с самого начала и до сегодняшнего дня. Еще в конце 2023 года накрыл точку застройки плотным полиэтиленом, для того, чтобы осадки не попадали под подошву фундамента, во избежание морозного пучения. Зимой сверху пленки лежал лед и снег высотой 15-20 см, который дополнительно создавал естественный барьер проникновения холода внутрь. И это на самом деле помогло, хотя были сомнения. Проверил нивелиром высоту всех углов. К счастью, подошва за зиму ни на сантиметр не сместилась. Приемник лазера даже в яркую солнечную погоду дает возможность работать с прибором. Натянул шнурку со всех сторон по проектным точкам. В каждый угол для наглядности поставил блоки. Мой мозг лучше соображает визуально. Лазером соединил две крайние точки и, используя правило и карандаш, нарисовал внешнюю линию опалубки. Ровный угол в 90 градусов можно проверить старым известным способом. Из угла в одну сторону отмеряем 3 метра, а затем из того же угла в другую сторону 4 метра. Диагональ между полученными точками должна составлять 5 метров.
Тогда и получается ровный угол в 90 градусов. Немного потренировался и сделал одну сторону. Теперь могу рассказать, как придумал крепить стенки опалубки к подошве фундамента. Стенкой опалубки является 3-сантиметровая влагостойкая фанера, которая уже неоднократно использовалась для разных целей. Стенку собирал из кусков длиною 2,5 метра, а высотою 20 сантиметров. Приобрести куски фанеры на пилораме намного дешевле, нежели чем покупать цельные части, раз в 5 так точно. Из кусков несложно набрать нужную высоту опалубки. Крепить решил на усиленные металлические уголки, используя дюбельный анкер диаметром 8 мм. Углы – это очень слабое место опалубки, уделяя особое внимание при сборке. Два дюбеля в бетон, 4 шурупа фанеры. И так шаг за шагом вырисовывается внешний контур. Ширина блока стены 300 мм. Соответственно, ширина цоколя тоже 300 мм. Отмерил, начертил и по такому же принципу собрал внутренний контур.
Лишнюю длину шурупов срезал болгаркой, понимая, что такие шурупы в дальнейшем уже нельзя будет использовать. Ну, что поделаешь, это расходный материал. Углы сразу усилил распорками, выводя стенку в идеальное положение по вертикали. Нижняя балка держит низ от распирания под нагрузкой раствора, а верхняя балка держит вертикаль. Чтобы мембрана не мешала работе, убрал ее из-под ног. Надо будет подумать, как ее накрыть и спасти от заляпывания цемента при заливке. Следующий этап – это выровнять всю опалубку ровно по вертикали, а также ее усилить. Для этого от одного края до другого натянул шнурку, вбил по всему периметру колья, и поставил диагональные распорки из 25 мм доски. Собирал все на шурупы, чтобы при демонтаже облегчить себе труд.
Расстояние между распорками примерно метр-метр 20. Штаны рвутся! Работаю, прикинь! Работа несложная, но достаточно объемная. Приходится по много раз повторять одни и те же действия, что порой надоедает. Но световой день ограничен, свободного времени не так много. Приходилось забывать о разнообразии и идти своим путем. Проектная высота цоколя составляет на 5 сантиметров выше, чем моя собранная опалубка. Да и, честно говоря, я ее собрал не везде идеально в горизонт. Необходимо нарастить недостающие 5 сантиметров и выставить в идеальный горизонт по уровню. Когда стемнело, прикрутил бруски и по ним отбил нужный уровень. Сделал метки карандашом, чтобы можно было также ориентироваться в светлое время суток. Нарезал из той же фанеры недостающие 4-5 сантиметров. Вот наглядный пример компенсации неровности. Соединил 25-мм доской и шурупами. В обязательном порядке проверял уровнем. Ну, вроде ровно. Мне нравится. Все щели и швы прошел фасадной пеной. Она была в наличии. Правда, применил ее не по назначению, но у нее очень хорошие склеивающиеся свойства, и она минимально расширяется.
Ну что, вот такой у меня получился результат. Конечно же, повозиться пришлось, но дело в свое удовольствие. Надеюсь, моя опалубка выдержит нагрузку при заливке. Буду заказывать бетон-насос со стрелой. Я продолжаю заниматься возведением фундамента для своего двухэтажного дома. В прошлом видео я показал, как я поднял опалубку и укрепил ее по всему периметру. Пришло время вязать армокаркас. Для армокаркаса приобрел 6-метровые стальные прутья. Продольные части будут выполнены из 16-мм диаметра, а хомуты из десятки. Объем работы на сегодня небольшой, основную часть я уже выполнил в прошлые выходные, так что давайте посмотрим, что у меня получается. Скелет армокаркаса решил вязать прямо на опалубке. Для этого поперек по всей длине разложил металлические прутья, а на них, как на опору, положил продольную 14-мм арматуру. 2 прутка сверху и 2 снизу. Сделал для себя шаблон. Получается, одна сторона 20 сантиметров и другая сторона идет 37 сантиметров. Это получается, вот длина идет от точки изгиба вот до сюда. И просто подставляем, как бы, и благодаря этому получится ровные хомуты, и не надо будет подгонять каждый раз под нужный размер. Для хомутов под нужный размер нарезал заготовки. В моем случае это 1,35 м. Арматура 6-метровая. Она как раз подходит под мой проект. На продольные пруты взял 16 диаметр, а на хомуты десятка. Арматуру берем обязательно ржавую, а еще лучше, чтобы она еще пару месяцев полежала на территории под открытым небом. Всем все понятно? Погнали! 10-я арматура достаточно легко поддается обработке. Гнется легко и без особых усилий. А с готовым шаблоном процесс сравнительно быстрый. Но главное не торопиться. Хомут связывал в 2 точках вязальной проволокой толщиной 1,2 мм. Вот буквально за час работы получается 15-20 готовых хомутов. Готовые хомуты сразу раскидывал по продольной арматуре шагом 40 см.
последний ряд вот здесь растащить. Здесь уже идет не 300 миллиметров, как внешние стены, а 200. Поэтому, соответственно, нужно будет шаблон поменять на станке и сделать немножечко поуже. По проекту ширина внутренней части фундамента на 10 см меньше, чем внешне. Соответственно, хомут будет другого размера. На шаблоне выставил нужные значения и сделал необходимое количество оставшихся хомутов. Также раскидал шагом в 40 см. Расскажу ход работы. Первый хомут я выставил по вертикали, строго по уровню, вот таким вот способом. Далее зажимаю в 4 точках, 2 сверху, 2 снизу, и зажимаю шурупами 2 с одной и с другой стороны, для того, чтобы конструкция имела уже прочность для дальнейшего монтажа. Далее изготовил вот такой вот профессиональный инструмент. Соответственно, у меня шаг идет каждого хомута, каждой ячейки по 40 сантиметров, ну, плюс-минус. Вот. И им удобно работать как сверху, так и снизу. Для работы с вязальной проволокой использую вот такой вот инструмент. Ну, в народе просто называется крючок. И уже готовую вот вязальную проволоку. Видите, она уже с ушками. Так что она складывается вот так вот пополам. Огибается арматура. И сразу за 2 ушка цепляется. И идет закручивание в зажим. Все на самом деле очень просто и элементарно. Хомут крепил в 4 точках, по 2 проволоки на каждое соединение. Углы сразу же не зажимаю. Как видите, да, эта часть зажата, здесь свободно, и тут тоже 2 свободные. Потому что когда потом будем соединять угол, прут будет 3-метровый, то есть будет заходить 1,5 метра на одну сторону и 1,5 метра на другую сторону. И есть вероятность, что прут не пролезет через зафиксированные хомуты, с чем я уже сталкивался, когда связывал подошву фундамента. Поэтому оставляем их свободными. И потом вместе с углами сразу затянем все одним целым. Для постоянной работы на коленях очень спасают наколенники. Первый день работал без них. Как ни старался не опираться на колени, время от времени все равно касание и опора об землю происходит. И, конечно же, без болевых ощущений не обойтись. Так что советую к покупке. Решил, что внутренний стержень не будет лишним, а наоборот укрепит всю конструкцию. Ровно посередине закрепил по всему периметру фундамента. Дальше пошла тяжелая артиллерия. Пришло время для укрепления углов фундамента. Угол – это самое уязвимое место, так что уделяем ему особое внимание. Мой покупной арматурогиб предназначен для работы с 14 арматурой, но я его пожалел и загнул углы по старинке, используя металлическую трубу из сына, который готов ввязаться в любую аферу своего отца.
На один угол уходило по 2 часа работы. Достаточно кропотливая и времязатратная процедура. Так, рассказываю. Вот первое соединение. Вот второе. И вот третье. И такие же соединения на 2 ярусах ниже. На другом углу та же самая схема. Для того, чтобы армокаркас находился полностью в бетоне, использовал вот такие пластмассовые стульчики. Они бывают разной высоты. Мои 9-10 см. Расставил через каждый метр. Опустил каркас на проектное место. Ну, вроде все даже ровно получилось. Следующий этап – это привязать новый фундамент к старому. Для этого просверлил 9 отверстий 14 диаметра на глубину полметра. И в них же забил 12 арматуру. То же самое сделал с другой стороны. Сделал соединение на Т-образных углах, по 2 загиба в каждую сторону на всех 3 уровнях.
Подушка фундамента существовать отдельно от цоколя не может. Это должна быть одна цельная конструкция. Через каждые полметра просверлил вертикальное отверстие. Длина сверла 500 мм. Вбил усиленным молотком 12 арматуру по всему периметру. Обязательная часть – это убрать весь мусор из опалубки. Остатки вязальной проволоки, срезанная пена, частицы бетона от просверленных отверстий. Все это не пойдет на пользу при заливке. Использовали воздуходувку. И последний штрих. Осталось срезать на нужную высоту забитую в подошву арматуру. Заказал бетон марки C3035. По расчетам вышло 4 куба. Заказал с запасом еще сверху полкуба. Но мало ли где рванет опалубка, или я просчитался. Лучше лишний бетон слить или отдать соседу, как в моем случае, чем обнаружится недобор. Разница в 40-50 евро, умноженная на общий объем и стоимость работы, думаю, это честная сделка. Это расходный материал. Заказал бетон с насосом. Это дополнительная услуга и стоит также дополнительно, то есть отдельно, причем оплачивается за каждый рабочий час. Учитывайте этот момент, но штука удобная. Залили за 1 час. Вся работа была слажена и организована. Каждый человек знал и выполнял свои обязанности. Рабочий на насосе идеально управлял подачей бетона, чувствовал и направление, и силу подачи раствора. Человек 100% на своем месте. Обязательно берите помощника. За короткий промежуток времени необходимо сделать достаточно большой объем работы, плюс работа физически сложная. Одному точно не справиться. Один направляет подачу раствора, разглаживает бетон, второй вибрирует и убирает остатки. За 10-15 минут до заливки я пролил всю опалубку и основание водой, чтобы она не высосала влагу из раствора мгновенно и процесс схватывания шел равномерно. Ну вот что у нас получилось. Неплохой результат. В некоторых местах опалубка пошла легкой дугой. Для идеального результата можно было бы добавить дополнительные диагональные опоры или связать длинные участки по вертикали шпильками.
При разговоре с бетонщиками выяснил, что у них на объектах каждая третья опалубка разрывается при заливке. Моя выдержала, ну и на том спасибо. Сразу же накрыл весь фундамент пленкой и постоянно его проливал, чтобы создать оптимальные условия для набора прочности. Так получается поддерживать нужный микроклимат, в котором раствор сохнет равномерно. Прошло 2 недели. Оказалось, что разбирать опалубку гораздо приятнее, чем собирать. Скоро будет виден конечный результат двухмесячной работы. Все было собрано на шурупы, так что разобрать всю опалубку не составило большого труда. Те шурупы, которые не откручиваются, срезал болгаркой. В некоторых местах образовались кратеры. Странно, конечно, бетон вибрировали должным образом. Вибраторы работали поэтапно, на каждом залитом слое. Есть идеи, почему так вышло? Может, кто-то знает? Фанеру можно использовать повторно. Сложил ее до лучших времен. Весь неликвид пустил на дрова. Следующий этап – это нанесение гидроизоляции. И для того, чтобы она легла ровно, необходимо зачистить все неровности насадкой по бетону. Достаточно пыльная работа, так что средства индивидуальной защиты не забываем. Ну чё, совсем другая история. Ровненько, без бугорков, то, что надо.
Также не забываем что-нибудь уронить себе на ногу на стройке. Без этого, к сожалению, не получается. Хотя, честно говоря, постоянно себя контролируешь на момент безопасности. Готово. Всю бетонную пыль и грязь смыл водой. Я очень доволен результатом. Что, двигаемся дальше. Бетон залил, за 2 недели он набрал достаточный класс прочности, чтобы можно было с ним работать. Следующий этап – это гидроизоляция фундамента. Смыл водой всю грязь. Буду использовать проверенную гидроизоляцию компании Weber. Это не реклама, купил за свои деньги. Честно. Использую не в первый раз. Очень нравится качество материала. Поставляется в виде густой массы с мелкозернистыми шариками для легкого нанесения. Первый слой, он же базовый, состоит из сильно разведенной водой массы. Он обеспыливает поверхность, плюс создает идеальную среду для нанесения основных слоев. Наносится огромной кистью, я использую макловицу. Значительно ускоряет процесс работы. Сразу обработал и внешние, и внутренние стороны, а также верхнюю часть фундамента. Через час работы смесь полностью высохла и готова для нанесения первого основного слоя. Первый слой ничем не разбавляется, наносится обычным шпателем. Я работал сразу двумя. Удобно. Масса наносится на сдир. Внутри гидроизоляции есть мелкозернистые шарики, которые выравнивают наносимый слой. У вас не получится нанести больше или меньше. Шарики сделают все за вас.
Ведро в обязательном порядке прикрывал от палящего солнца. Материал достаточно быстро схватывается. Необходимо за этим следить. Процесс сравнительно медленный. Это только на видео кажется, что все так быстро и четко. Также загидроизолировал подошву фундамента. Вот такая красота получилась. Но это только первый слой. Ждем, пока высохнет, и наносим второй. На это примерно уходит 1-3 дня. Пошел второй слой. На второй слой ушло значительно меньше материала. Наносится так же, как и первый. Готово! Теперь фундамент не боится воды. Задача на сегодня – утеплить стены фундамента, чтобы защитить помещение от холода и сырости. По проекту утеплять фундамент необходимо экструдой 100 мм. Для моего региона это более чем достаточно. Решил немного поэкспериментировать. Попробовал резать КПС-листы циркуляркой. Как выяснилось, это не лучший вариант. Диск по дереву, да, режет, но также и плавит материал. Не понравилось. В дальнейшем работал обычным канцелярским ножом. Клей-пену использовал специальную для данных работ. Вообще штука классная, расход небольшой, схватывается быстро, клеит намертво. Не жалея, наносил на всю поверхность листа. Сразу после нанесения пены клеить нельзя. Ждем 2-3 минуты, в зависимости от наружной температуры, и только после полимеризации пена приобретает клейкую структуру. Вот это тот момент, когда необходимо приклеивать две поверхности друг к другу. Пропениваю все образовавшиеся вертикальные и горизонтальные швы. Вот так это выглядит на данном этапе.
После 2-3 минут пена приобретает вот такую клейкую способность. Я перед каждым приклеиванием проверял пальцами, готов ли материал к применению. Еще чуток нужно подождать. И приклеиваем, заделывая все образовавшиеся швы. Процесс несложный, но время затратный. Отмерил, отрезал, приклеил, потом опять отмерил. При оптимальной толщине слоя утеплителя точка росы перемещается из стены в сам утеплитель. В итоге стена по всей толщине всегда сухая. И даже в том случае, когда наблюдается похолодание до температур необычных для вашего региона, точка росы не приближается к внутренней поверхности фундамента. Весь периметр готов. Далее отрезал лишнюю затвердевшую пену. И промазал швы гидроизоляцией. Также утеплил верхнюю часть подошвы фундамента вокруг всего дома. Здесь применил 5-сантиметровую экструду. Вот теперь точно должно быть тепленько. Пришло время разобраться с профилированной мембраной. Сначала ее необходимо качественно отмыть, а уж затем накрыть весь утеплитель. Привез песка для обратной засыпки. Хорошо утрамбовал. Уплотнил водой. И разровнял в один уровень.
Оставить утеплитель только на клей пене не решился, хотя производитель уверяет в качестве своего материала. Каждый лист прижал 3 дюбель-грибами. Сначала купил весь объем грибов с полностью пластмассовыми стержнями, но забивая стержень, он или ломался, или не забивался до конца, или у меня руки же не с того места растут. В общем, купил металлические стержни с пластмассовой термоголовкой. Конструкция широкой шляпки дюбеля плотно прижимает лист утеплителя. В комплекте с дюбелем идет металлический оцинкованный гвоздь с термоголовкой, который имеет пластиковый колпачок, предотвращающий образование мостика холода и коррозии гвоздя. Термоголовка имеет шлиц торкс для работы с шуруповертом при закручивании. Очень удобно, но стоит раза в 3 дороже, чем пластиковые. В обязательном порядке замазал горизонтальный шов гидроизоляцией, чтобы вода не попадала между утеплителем и фундаментом. И последний штрих – расстелить рубероид под первый ряд блоков, который отсечет капиллярный подсос влаги с фундамента в кладку блоков. Если этого не сделать на данной стадии, то в дальнейшем эту ошибку уже не исправить. Ширина рулона 1 метр. Разрезал пополам. Слышал, продают рулон сразу под нужный размер, без необходимости что-то подрезать, но я такие удобства не нашел в магазине. Зато с сыном прикольно провели время. Так, попытка номер 1. Подсказали, что при настиле рубероида его необходимо разогреть газовой горелкой. Но в этот день был сильный ветер, пламя сбивалось, солнце светило настолько ярко, что было непонятно, горит ли вообще эта горелка. В общем, намучился и расстелил рубероид без прогрева. Углы перекрыли нахлестом, что, естественно, уменьшит высоту шва прикладки блока. Этот момент нужно будет заранее учесть.
Ну вот как-то так. Вроде неплохо смотрится. В следующем видео покажу, как мы выставили первые угловые блоки, и к этому времени уже подняли 3 полных ряда. Но это уже другая история для другого видео. Ждем вас у экрана. Ну а пока, всем пока-пока.